Здравствуйте, меня зовут Оксана Викторовна Нестеренко, я врач, прямая ученица Бутейка, методист-ревизор его метода в Украине. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, какую роль играют паузы в методе Бутейка. Существует широко распространенное мнение, что метод Бутейка– это паузы. На самом деле это не так. Константин Павлович Бутейко сам говорил: «Мой метод– это не затычки носа». Паузы в методе используются только для контроля состояния пациента, для контроля правильности выполнения тренировок и иногда в скоропомощных случаях. Но паузы, Бутейко подчеркивал, паузы не лечат. Лечит сама практика. А сама практика ВЛГД, волевая ликвидация глубокого дыхания, это специальная техника по нормализации дыхания через его уменьшение. И если вы практикуете достаточно долго, от 4 месяцев до года ориентировочно, то вместе с тем, что проходят ваши заболевания, у вас перестраивается дыхание на нормальное через практику уменьшения дыхания, через практику ВЛГД. Конечно, паузы добавляют немного углекислого газа в организм, но паузы в конечном итоге не лечат. И из общей практики, если брать практику за 100%, пациент 95% выполняет технику метода и 5% только паузы. Достаточно часто ко мне приходят люди, которые нарастили себе паузу достаточно большой, максимальные паузы больше 60 секунд, а при этом их заболевания остаются при них, потому что они не перестроили дыхание. И очень часто бывают улучшения состояний, и пациенты излечиваются от своих симптомов, но паузы при этом не растут. Один из случаев, который был недавно на одной из моих групп: мужчина, 50 лет, аритмия и брадикардия, 30 ударов в минуту сердцебиения. Сказал о том, что в течение месяца занимался методом, при этом аритмия прошла, экстрасистол нет, а брадикардия почти нормализовалась, количество ударов. Но оно, конечно, меньше, чем в норме 50, но все-таки не 30. Но при этом паузы упали. Очень часто ко мне приходят мамы с детьми и говорят: мы занимаемся методом уже целый год, а паузы не растут. Например, была пауза максимальная там 12, стало 18-20. Вообще должна сказать, что у детей паузы изначально достаточно низкие, и растут они очень медленно, потому что детки занимаются меньше, конечно, чем взрослые. При этом я маму спрашиваю: скажите, а как ребенок перенес эту зиму? Ой, вы знаете, замечательно, болел только один раз, температура была 39 градусов в один день, упала без жаропонижающих, на следующий день здоров. А прошлую зиму ребенок как перенес? Ой, вы знаете, это был просто ужас. 5 раз болел, 3 раза бронхообструкции, 5 раз вызывали скорую помощь и так далее, и так далее. И при этом я спрашиваю всегда: так что же вам нужно, паузы или здоровье? То есть, пожалуйста, не ориентируйтесь на паузы, просто практикуйте метод. Если вам интересна тема метода Бутейко, подписывайтесь на мой канал.